Здрасте. Ну что, долгожданный Геншин. 1000 лет не было стримов. И вот они здесь. Я надеюсь, все знают, что будет происходить. Мы сегодня пройдем задание легенд. А именно... Ой, не туда. Вот сюда. Вот. Джин. Вот это пройдем. Потом мы сегодня пройдем одну коопную штуку. Вот это. Вот. Добрый вечер, здрасте. Здрасте, здрасте, Мия. Вот. И мы сегодня сделаем 12 круток. Чувствуете, пахнет дедом. Пахнет дедом. Как бы это ни звучало. У меня 56 откручено. Мы крутанем еще 12 сегодня. Вот. Кстати, можем сразу конвертировать. Конвертировать. Привет, всем привет. Ривечка, спасибо за подарочек. Вот. Ну так что, начнем с квеста. Добрый вечер. Линка, привет. ТТ Робит. Все нормально? Да, вон там отправляют промокоды со стрима. Кто не ввел промокоды, вон на экране сейчас есть, можете ввести, получите примагемы. 300 примагемов в сумме, плюс там еще мора и опыт. 50 тысяч моры и 6 пакетов опыта. Так вот, квесты. Кстати, я поработал над картинкой, я поработал над звуком. Сейчас должно быть не так вырвиглазно, но очень приятно. Вот, и звук должен быть хороший. Я надеюсь, что все так. Так вот, начинаем Джин. Она. Отправим ее в отпуск. Мать должна отдохнуть. Куда? К себе? А ты ничего не сказала? Без засветов? Да. Добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезным? Хочу кое о чем спросить. Да-да, я вас слушаю. Подожди, мы это знаем, мы уже общались. Почему на ней квест показывается? Поговорите с Сарой в «Хорошем охотнике» и узнайте, в чем проблема. В чем проблема, мать? К тебе надо прийти в другое время? Что? Это вы? Скорее сюда. Время. Это Сара из «Хорошего охотника». Давай. Наверное, все-таки время. Либо я вот здесь где-то триггер задел, либо время. Но мне кажется... Да нет, вряд ли. Всем привет. Наконец-то вы пришли. Что случилось? Секунду. Что случилось, Сара? У меня есть просьба к Орда Фавониус. Я хочу, чтобы ты передала ее действующему магистру. Ты хотела обратиться к Джин? Вы хорошо знаете Джин? Мы с ней не разлили вода, мы виделись всего несколько раз. Я покорный слуга. Виделись несколько раз. Я слышала, что она относится к тебе с большим уважением. В чем заключается твоя просьба к Джин? Я бы и сама сходила к рыцарям, но у меня полно работы в ресторане. Нет ни минутки свободного времени. У тебя клиентов нет, мать. Сейчас ночь на дворе. Алло. Ты ненормально подошел к ней, вышел и зашел нормально. Беда. Всем привет. Как назло, именно сейчас торговые пути наших поставщиков захватили хиличурлы. Дело в том, что охотники в Спрингвейле отвечают только за добычу мяса. Поставки – это не их занятие. Да, ой, что я нажал, блин. Я в чат посмотрел. Пожалуйста, попросите Джин отправить отряд рыцарей и зачистить дорогу. Конечно. Теперь я могу быть спокойна. Джин точно с этим разберется. Похоже, что все здесь рассчитывают на Джин. Спасибо за подарочки. Похоже на то. Кстати, наш бармен Чарльз тоже хотел о чем-то попросить Джин. Поговорите с ним. Ладно, согласились помочь тебе, поможем и ему. Ну, давайте. Давайте пообщаемся.
У магистра выходной. И сейчас все по бороде пойдет, да? Без нее все разрушится. Нафиг. Вот. Так чё, чатик? Выпадет мне? У меня 56 круток. Выпадет или не выпадет? Ваши ставки. Здрасте. Малыш, мы здесь не продаем фруктовый сок. А как же вишневый сок? Я чатику должен. Алло. Эй, как грубо. Вообще-то мы собираемся тебе помочь. Помочь? Ты та самая новенькая из Орда Фавониус, верно? Скорее всего. Отлично. Тогда передай Джин, что мне нужна налоговая компенсация за прошедший квартал. Придется снова обращаться к Эльзеру и объяснять, что объединяет счета. В Манштате очень высокие налоги на алкоголь. Причем здесь Джин? Действующий магистр лично проверяет все счета. В конце концов, винная промышленность – основной источник прибыли городской казны. Джин не может допустить никаких махинаций. Как же сложно быть Джин. Действующий магистр делает нашу жизнь намного лучше. Да, нам очень повезло, что мы стали принимать это как должное. Как у тебя получается спокойно спать по ночам, зная, что как много всего приходится делать Джин? После твоих слов мне стало как-то не по себе. Надо будет в следующий раз налить ей за счет заведения. Ты чё, пес? Хотя вряд ли у нее найдется время выпивать в баре. Звучит как дешевая отговорка. Тенра, пойдем скорее к Джин. Маргарита сейчас участвует в задании. Какая Маргарита? Что происходит? Передайте Джин. А где она? Почему мне на карте не отображает? У меня другой квест мешает пройти этот квест. Так это работает. Нет, серьезно, я знаю, где Джин. Ну, вон туда сейчас зайдем и все. Но чувство, что мне сейчас не дадут его пройти. Ладненько, пока у меня немного лагает. Давай, Линка, пока. Ай! Так, отстань. Кстати. Так вот, давайте почитаем. Но нет. Что? Поиграйте в... Мы что, сейчас будем из-за этого проходить это? Из-за того вот это, а потом вон то? Простите меня. Просто, мне кажется, это долго будет. Это долгий квест, священный призыв семерых. Какой спор, алё, у нас же Геншин. 30 минут плюс-минус. Ой, ну это так долго мы сейчас будем сидеть. Мы так давно не бегали. Давайте так. Тогда не судьба. Короче, мы сделаем так. Я хочу вот этот квест пройти. Простите ими. И мы пойдем потом в Лиуэ проходить эти побочные квесты. Вот. А потом мы пойдем проходить... Чем пойдем? Что я хотел? Вот этот ивент, который в коопе. Там поболтать и вроде финальная игра. Ну там же игра долго идет. Задание довольно трудное, и да, оно долго будет. Окей. Прости, Тимми, это квест продолжение. Мы убили уток, которых Тимми попросил покормить. Вот, чтобы они не мешали его голубям. И он на нас обиделся. Мы теперь идем к сестре Грейс.
чтобы она сказала, что как. Эх, что же мне делать? Что случилось? Ага, явилась, значит. Тимми рассказал мне, что ты сделала с сутками. Ты... У нее появилась. Ты... Как бы это сказать? Я слышала о твоих заслугах, но... Разве это достойное применение твоей силы и отваги? Мне ужасно хотелось есть. Я нечаянно, честное слово, сила — это результат подобных тренировок. Нечаянно. Голубей сутками ты случайно перебила, да? Санечка, спасибо. Я голубей не трогал. Могучих врагов, что встают у тебя на пути, ты тоже побеждаешь случайно. Чисто случайно. Мимо проходил. Но это же... это уже в прошлом. Только Тимми очень расстроился. Когда-то отец Тимми учил меня готовить. Любимое блюдо Тимми — манштатские картофельные оладьи с грибами филанема. Чтобы приготовить их, нужны 3 гриба филанема. Это подбодрит Тимми и заодно послужит твоими извинениями. Я займусь этим. Возвращайся поскорей. Насколько я помню, грибов филанема полно под карнизами домов южной части города. Скорее возвращайся. Ладно. Так, давайте я вас включу, чтобы вы не грустили. Так вот. Здрасте. Эндрюс говорит, тут неприятная новость. Какая? Мавуйку понерфили по характеристикам, зато добавили желейку на задницу. Нормально. Куда мы идем? Так, нам нужно Нахида. Все. Пойдемте готовить. Кисел говорит физику задницы моей Мавуйки. Что? Так вот, оладушки. Риви говорит, да, кстати, скоро будет физика на персов с заднего вида. Так, манштатские оладушки, у нее немножко какие-то особые. Я что-то не понимаю. Принесите Грейс 3 гриба. Фремени говорит, Тенра, это ты мне писал, залетай? Да. Мы тогда вне стрима... я забыл. Спасибо, что напомнил. Чат. Сейчас я поднимусь, я вам все расскажу, все покажу. Короче. Хламидушка говорит, пофиг на Мавуйку, хочу Колумбину. Кто такая Колумбина? Короче, рассказываю. Я вне стримов захожу где-то на 30 минут, чтобы слить смолу, там, прокачать. И мне Фокс помог... Мы походили в данжи, и он помог расставить артефакты и прокачать. Я слил все свои деньги. Но теперь у меня есть вот такие артефакты. На Чиоре. Ва-ва-ва. Характеристики. Вот, теперь она у меня вот такая. Я понимаю, что это плохо, но имеем, что имеем. На Дехью полностью тоже собрали артефакты. Какие были, опять же. То, что могли. Так, на Хиду мы не собирали. На Сахарка. Также мы прокачали таланты. Да, таланты. 6 уровень, здесь 5. Потом оружие. Мы его вознесли и прокачали. Ей мы тоже сделали таланты до 6 уровня. Ешку. Артефакты поставили тоже крутые. Опять же, насколько было. У меня просто потом денег не хватило даже это прокачать. Барбару мы ее одели на хил. Вот. Поэтому мы теперь стильные, модные, молодежные. Чуть-чуть должно быть теперь играть попроще. Вот. Чтобы вы просто были в курсе, что происходит. А еще я собираю ресурсы для улучшения меча Чиори. Эндрюс говорит, да. К сожалению, Дискорд в России мертв. Я был к нему не готов вчера. Понял. Ничего страшного. Фризер говорит, здравствуйте. Здрасте. Кирору говорит, урани 6 кучиори фейс виз харт. Да, 11. Ты уже собрала грибы филанема? Их под карнизами южной части города растет немало. Да, вот.
Отдать. Этого достаточно, спасибо. Минуточку. Давай. Готово, пожалуйста, отнеси эти картофельные оладьи Тиме. А ты мне дашь рецепт? И, пожалуйста, больше так не делай. От подобных поступков больше беды, чем блага. Тебе мой тебе совет. Не расстраивай Тими или меня. Хотя, если бы все прислушивались к советам у сестры Виктории, не было бы столько хлопот. Наверное. Пойдем. Манштатские картофельные оладьи. У меня ж такие... у меня таких нету. Это другие. У меня просто оладьи манштатские. Да, у нас с интернетом беда. Эндрюс говорит, меня забайтили на новый скин Хута. Да, там что-то говорили про скины. И Кирару там развелась на какой-то скин еще. Кисел говорит погоде, а с каких пор у тебя Нахида в команде? Это я собирал всякое-всякое. Мне надо было. Вот, допустим, те же самые грибы. У меня их не осталось. Я ее поменяю, когда буду драться. Фризер говорит, я жду баннер хроник ради Гани и Шинь. Анимика говорит, у Сянки тоже милый Спасибо за скинчик. Еще и подарок. бесплатный. Ня. Так, все, не. Фремени говорит, новогодние скины на Хутао и Сянлин. Не понял. Ну-ка напишите кто-нибудь «ня». Оло. Кушайте, кушайте и улетайте скорее. Как дела, Тимми? Опять ты? Чего ты задумала? Собираешься снова бить голубей с утками? Я принесла тебе картофельных оладий. Картофельные оладушки? Где ты научилась их так готовить? Знаю, тебе мама рассказала. Хочешь подкупить меня, значит? Я прекрасно помню, что ты сделала с птичками. Но раз уж мама прислала тебя с оладушками, значит, она вправду хочет, чтобы я успокоился. Ей еще за Нори и Глорией присматривать надо. Ей так трудно, а я уже взрослый и все понимаю. Так, не было? Не было. Да. Еще теперь можно писать... Мау. Как Лойка пишет. Ты уясни только. Делаю я это только, чтобы не доставлять хлопот маме. А тебя я еще не простил, ясно? Я всего лишь ребенок. Вы взрослые. Непременно забудете, чего наобещали. Вот папа вернется, я ему все про тебя расскажу. Он за молоком ушел? Получили достижение. Нет. Что такое? Что ты кричишь, Эндрюс? Так, нет, Эндрю, опять ты забайтил меня на ней. Все, надо было На раньше. Телефелове говорит ня. Не. Фремени говорит, что новая команда добавилась. Нет. Так, чатик. Данияр Шеймарденаов говорит, спустя 5 патчей года наконец-то использует прототип злобы в сюжете по назначению. Смерч говорит, что делаешь? Мы сейчас пройдем Кисел говорит, бить квесты голубей вот с тут. утками. Мау. Осуждаю. Данияр Шеймарденаов говорит, Кей ведь дал этот меч в самом начале. Какой? Вот. Вот здесь мы его миллион лет назад отметили квест. Тихо. И так его не прошли. Вижу. Буду дружить. Смерч говорит, мал даудал, сказал ему. Кисел говорит, Всё? так ты сам так сказал, Пола. Кто сказал? Фризер говорит, я года отдал этот меч, а сейчас он с нарциссинкрейцем бегает. Фремени Ничего не говорит, понятно. Мао, это что такое? Это Елойкина Эндрюс фишка. говорит, Кей давал меч путешественника 3 звезды, а прототип давался за ранг приключений. Данияр кстати. Шеймарденаов говорит, Ой-ой. Простите, я все сломал. Так. Секунду. Крих Тыщ. говорит, здравствуйте. Здрасте. Мой друг из Китая, сын Шилавы у вас.
Так, Даня Ярший Где он? Марденаов говорит, почему-то у меня Сейчас в его памяти эти забаню. события слились. блок. Так вот. Ой, подождите. У вас почему озвучивает? Так вот. Я что предлагаю? Малыш Диан. Что я хотел сделать? Вы мне я хотел показать, что скрафтил для Нахиды... Для Нахиды? Нет. Для Барбары. Вот такую штуку. Прототип янтарь. И вкачал до 40 уровня. Вот. Это все. Кстати, давайте сразу я отряд поменяю. Я уберу Нахиду. И добавлю... Фишель. Вот. Скучно, никто со мной не играет. Что ты делаешь? У папы и мамы нет времени, чтобы играть со мной, поэтому я играю сам с собой. Но это очень скучно. Ты не большеват для таких разговоров? А еще мне нельзя уходить далеко от дома. Если папа вернется и не найдет меня, он очень расстроится. Хочешь поиграть со мной в прятки? Это очень просто. Окей. Ура! Начинаем игру. Дай мне подумать, куда бы спрятаться. Точно, ты меня никогда не найдешь. Готова? Я готова. Ладно, начинаем. Куда? Чё? Мау. Здрасте, Лочка. Куда? Искать? Здесь? Где? Подождите, Джей. Я надеюсь, тут время не идет. Письмо, проблемы Черногория. Маленькая игра. Вот, отслеживать. Все, вот теперь мне показывают, где его искать. Ты это, под скалу перекинулся или что? Ты меня нашла. Неужели это было так просто? Достаточно просто. Как так? Это невозможно. Даже папа не мог меня найти, когда я там прятался. Пф, это только начало. Ты еще не знаешь, на что я способен. Давай сыграем еще разок. На этот раз я так хорошо спрячусь, что ты никогда не найдешь. Ну, давай. Ладно. Давай. Слышь, ты бревно. Эх, ты нашла меня. Эй, я же хорошо спрятался, да? Это мое секретное местечко. Здесь даже мама не может меня найти. Ты дурачок, да, какой-то? Это дерево не скрывает тебя полностью. Я тебе не верю. Я очень маленький и замечательно помещаюсь за этим деревом. Даже мой папа так говорит. Мой папа очень высокий и все равно полностью помещается за этим деревом. И не может быть, чтобы папу это дерево прятало, а меня нет. Ты очень хорошо играешь, давай сыграем еще. На этот раз я спрячусь получше. Папа показал мне одно местечко. Мой папа миллилит, он отлично умеет маскироваться. Даже когда мы раньше играли в прятки, у мамы никогда не получалось найти нас с папой, пока папа сам не решит сдастся, ну или пока мама не начнет на нас кричать. Это тоже работало. Спорим, что на этот раз ты меня не найдешь. Ладно. Куда? Ты скажи, твой папа за молоком не ушел или он не спрятался уже давно-давно и не показывался очень давно-давно? А где? А где? Все, теперь он реально спрятался? Я вижу призрака. В кустах? Где ты, пес? Все? Проиграл. Мне попытку дадут. Ага. Ой, это новый.
Ты не такая крутая, как мой папа, поэтому я дам тебе подсказку. Я спрятался рядом с вон тем домиком. Окей. Каким домиком? А, который там был. Вот тут-то. Он за радиусом был почти, алло, читер. Слышишь ты? Как тебе местечко, которое нашел папа? Здесь здорово прятаться, правда? Это было не очень сложно. Тебя было не просто найти. Правда? Мы с папой всегда здесь прячемся, и мама не может нас найти. Папа даже оставил здесь много классных вкусняшек, чуть-чуть вина и даже немного моры, но он просит не рассказывать об этом маме. На этот раз, когда папа ушел, он рассказал маме о всех своих тайных местах. Дети не всегда понимают, почему мамы и папы себя так странно ведут. Продолжим играть. В этот раз я спрячусь в моем секретном месте. Ты меня никогда не найдешь. Ну, давай. Опять за радиусом спрят. Ба-ба-ба-ба-ба. Спасите, помогите. Вон там? Он наверху. Кто я? Где я? О, камень. Ба-ба-ба-ба-ба. Получилось, ты меня нашла, хе-хе-хе. Кажется, тебе пришлось нелегко. Но у меня получилось. Не стесняйся признавать, что тебе было сложно. В конце концов, это мое лучшее укрытие. Серьезно? Даже мама не смогла найти это место. Как-то раз она решила поиграть со мной в прятки. Я прятался, а она искала. Я спрятался в местечке, которое показал мне папа. Конечно же, она не смогла найти там меня. Вдруг я услышал, как на гору поднимается много людей. Я думал, что мама позвала друзей, чтобы они помогли найти меня. Поэтому я спрятался еще лучше. Спустя несколько дней она все еще не нашла меня. Я подумал, что мама волнуется. А еще я захотел кушать, поэтому я покинул укрытие. Но мама все еще не нашла меня. Может быть, она разозлилась из-за того, что я так хорошо спрятался. Я думаю, что мама и папа уже должны были меня найти. Прошло столько времени. Ты дурачок, ты уже вырос. Серьезно? Спасибо, что согласилась поиграть со мной. Мама и папа учили меня, что не надо надоедать другим людям и благодарить всех, кто сделал мне что-то хорошее. Возьми это тебе из папиных секретных запасов. Однажды какой-то дядя принес мне немного еды. Я хотел отблагодарить его, но он отказался, не знаю почему. Ладно, мне пора, а ты теперь можешь заняться своими делами. Капец, он дурачок. Вот это он дурак. Он уже столько играет в прятки, что... О. Когда вернутся папа и мама? Это твой дом? Ага, я здесь живу с папой и мамой. Вот только недавно они куда-то ушли. Мне нужно оставаться здесь, ведь если они вернутся и не найдут меня, то будут переживать. Вот ты дурной. Расскажи, как ты живешь. Один дедушка часто приносит мне поесть. Он хочет, чтобы я звал его дядюшка Тянь. И еще он говорит, что он дальний родственник моей семьи, и что у него прекрасные отношения с папой и мамой. Это не твой папа, случайно? Дядюшка Тянь сказал, что мама и папа заняты и пока вернуться не могут. А если мне что-нибудь понадобится, я могу обращаться к нему. Но когда я спросил, где мама и папа, он ничего не ответил. Какой-то странный дедушка. Еще ко мне приходят дяди Миллилиты с разными вкусностями. Иногда я не могу все съесть, и они оставляют их в доме. Но они тоже не знают, где мои мама и папа. Очень странно. Или, знаете, пришли разбойники, замочили их здесь всех людей, его родителей, а он прятался в этот момент. Остался только дед. Что это за таблички? Эти две каменные таблички принесли Миллилиты. Они сказали, что мама с папой попросили их здесь положить. Какие таблички?
А еще я учусь читать, читать и много слов на табличках не понимаю. Но раз мама и папа попросили сюда принести, значит это что-то важное. Какие таблички? Где таблички? Серьезно? Ой, ты дурак. Это грустно, это так грустно. У вас прикольный голос, спасибо большое. Это так грустно. Гробница Шао Юань. Убористые письма надгробий запечатлели даты рождения и смерти, а также некоторые подробности из жизни похороненного. У надгробия все еще витает блеклый аромат вина, прибравший могилу поминал покойного. Прибиравший могилу. Гробница Дуанья. Убористые письмена на надгробии запечатлели даты рождения и смерти. И смерти, а также некоторые подробности из жизни похороненного. Вокруг чистой безупречной плиты рассыпаны лепестки цветов, свидетельство недавнего поминовения. Вот тебя жалко. Я думал, что он... Ну, не, он дурачок, конечно. Но, походу, реально, как я и сказал, пришли разбойники, они убили его семью, а он, пока прятался, выжил. И потом миллилиты это узнали. Записка с пропавшими страницами. Я ходил в хижину Бубу за лекарством для болезни духа Дзянер. Через пару дней должен быть результат. Выполню мое задание, сразу же уйду из миллилитов, и мы переедем. С меня хватит этой постоянной осторожности. Я отдал свои лучшие годы миллилитам, пора бы и пожить для себя. Вряд ли департамент по делам граждан станет мне отказывать. А если они откажут, плевать. Ты и я, Дзян-Эр, это же он, Дзян? Да, это он. Мы все вместе уедем куда-нибудь из Ли-Уэ и будем счастливы. Но пока я миллилит, я и должен нести свою службу, все будет хорошо. Просто присматривай за Тянэр и жди меня. Это он своей жене писал. Ох, беда. Жалко. Всем привет. Так, офигеть, когда я прошел и не обратил на это внимания. Но это... Ты квест не проходил? Прошел, ты прошел. Да, очень грустная история. Может быть, он сейчас в таком состоянии просто потому, что это... Тут еще одно есть. Он все-таки увидел что-то, и у него психика просто поехала, и он теперь вот таким остался. Трудно было такое пережить. Чему говорит сюжет Кулиюя уже проходил? Да, мы уже в Инадзуме были. Но я сейчас побочные квесты прохожу. А где призрак? Я хочу открыть второго призрака отсюда. Фею. Я не вижу ее. Странно. Кирору говорит, эта фея очень далеко на другой горе. Серьезно? А мне что-то вкусное дадут? Вон там она? Она по-любому вон там, да? Или вон там? Нет, подожди, он мне показывает вниз. Иисус говорит, вечера в хату, дорогие друзья. Здрасте. Он показывает же на вниз. На Талифелове говорит, она вроде сильно дальше. Вон там она. Вон туда нам нужно. Ну, давайте пролетимся чуть-чуть. Потому что мне интересно. Это очень интересное место. Вот это прям пропитано историей. Грустной историей. Картока Кака говорит, им игровая еда самая вкусная ня. Ли говорит, собака Тислс здрасте. Фиолетта говорит, собака Тислс здратути. Мне вон туда нужно. Куда-то. Ой, давайте подеремся. Ну давай. Давай.
Фиолетта говорит нет. Что-то как-то я не чувствую свой пока это. Тисус говорит собака. То, что я Фиолетта стал подчеркивание, классным, всё стильным, хорошо. модным, А ты молодежным. как? Это враги? Нет, они же не мощные. А где все мое прокачанное вот это? Аня Мика говорит, так ты по счету бьешь меня. Ну, я хотел... Что? Пробить его? Не знаю. Ой, вот что хорошо, что есть фишель, потому что можно делать вот так. Фиолетта говорит собака Тисус Отстань. Нормасик. Все, Или я говорит, пойду завтра наверх. 8 часов выступлений Лаурдли Краинг Фейс. Удачи тебе. Фризер говорит, Ждем щиты видяшку. никогда не меняются. Тисус говорит, эй, Кирару здоровается, не учили? Кирару говорит, он хотел с одного удара вынести. этот Ну, щит. ты я ж прокачался. Это не так работает, что ли? Не понял. Так, ладно, поехали. Пока контентик. Аня Мика говорит, взорвал бочку и сбежал. Ай-яй-яй, ня. Ну а что я Ли буду с ним говорит, драться? спасибо. Видишку нельзя, смайл улыбка. с подмигиванием. Почему? Риви, накажи Кирару ее. говорит, Этис, сам не здороваешься. Картока Кака говорит, учится не здоровали. Фризер говорит, щиты во все времена, как одна балда. Что? Непонятно. Так, дыши. Я надеюсь, что этот призрак здесь. На самом деле, вот в этом случае это действительно призрак. Потому Тисус что это говорит, мать и я отец. поздоровался со всеми, Алла тетя. Фиолетта Вот говорит, этот? какой прекрасный вид. Да. Го дружить. Ой, а я знаешь, что умею? А я сейчас Ли такое тебе говорит, ну покажу. завтра, возможно, ко мне приедет кое-кто. Ауч! Не, вот тут я чувствую, я прям чувствую. Ирина Клепикова говорит, привет, Темра. Привет, привет. Папа, целое Кирилл где? говорит, я не все полишлайт скин тон. Можно. Вот так вот, бомс и все. Кирилл говорит, отдельно поздороваешься, тогда и поздороваюсь, полишлайт скин тон. Так, призрак, пойдем туда. Ты ж пойдешь туда? Давай. О! Что такое? Да, мы походу идем туда. Отсюда что? Вниз? Тисус говорит, собака Кирару, здорово, мой брат Кирару, дорогой. Что за общение? Оло. Кирару говорит, я В меня выполняю призрак одно вошел. задание, и на его месте еще 3 появляются Краинг Фейс. Классно же. Интересно. Блин, вот это задание было прям прикольно. Это, знаете, оно сначала вызывает Кирару одни говорит, эмоции, собака Тисус, а вечер, когда ты хата, брат родной, проходишь от его, матери ты такой, другой. ё-моё, все же не Фиолетта говорит, так. бедный призрак. Как это бедный призрак? С ним все хорошо. Так. Так, мы здесь все собрали. Аня Здесь Мика всё. говорит Кирару, крепесня. Крепесня. Эндрюс говорит, хорошо, что на сюжетку в последнее время налегли, а то ее еще тонны. Так. Стауром Зе говорит, кого лучше выбить из ближайших баннеров. А я не знаю, я сам новичок, не Уайджери говорит, разбираюсь. какой ранг. 41. Кстати, я 41 Фризер говорит, ранг да. апнул еще. Не. Так вот. Квестики. Натали Фелови говорит, чем дальше в Геншине, тем больше эмоций. Классно. Тисус говорит, собака Кирару вот так вот. Чему говорит, те смотрел стрим разрабов. Я не смотрел, но промокоды я заюзал. Так, Цифан. Мы уже с ней общались по поводу этого, по поводу книжек. Все, теперь истории, все теперь истории интересуются. Что такое? Последнее время все вдруг заинтересовались историей Льюэ. У меня покупают все больше и больше книг.
за какую-то... я как-то закупила пару томов Яксы, Защитника Адептов. Так их полгода продавала. С тех пор стараюсь не закупать такие редкие исторические книги. Но после недавних событий весь город сбежался сюда за книгами по истории. А в эти дни клиенты так вообще спрашивают именно книгу с историями о Властелине Камня. Эх, не знаю, они действительно читать любят или просто, чтобы было о чем поговорить. Так много людей за книгами приходит, что у меня совсем нет времени на заказы постоянных покупателей. Я наконец-то собрала книги для 2 старых клиентов, но я так занята, что не могу выйти из магазина. Можешь помочь мне доставить «Песнь равновесия» дядюшки Тяню, «Властелин инкогнито» том 4 Дянь Гуну? Могу. Я могу, мне же не жалко. Спасибо большое. Они давно уже разместили заказы, а я только сейчас собрала. Они, наверное, уже заждались. Ох, столько покупателей, я даже не знаю, что делать. Да ладно, я помогу, мне же не жалко. Так. Пойдем. Приветствую, здрасте. Когда будешь теорию качать на... Ой, до этого надо дожить, потому что этим пока даже не пахнет. До этого еще далеко. Ты все читаешь трэш? Интересно же. Тут же квесты. Как ты узнаешь, что тут происходит? Как ты узнаешь историю? Как ты поймешь? Мы сегодня такой квест прошли, я прям в восторге про этого пацана. Жалко его. Диангун. Девушка, вам чего? Вам книга от Цифан. Это «Властелин инкогнито», том 4. Я давно его заказал. И почему так долго? Дай-ка взглянуть. О, первое издание. Неудивительно, что так долго. Я-то подумал, что Цифан забыла обо мне из-за всех этих новых покупателей. Спасибо тебе, девушка, что доставила книгу. Не за что, дед. Алло, не за что. По картинкам. Каким картинкам? Как ты поймешь, по каким... Ты что? То. Лень читать, посиди на стримчике, послушай, может, узнаешь для себя что-то новое. Дядюшка Тянь. Девушка, вам чего? Вам книга от Цифан. Чего? Да, я заказывал «Песнь равновесия» в книжном магазине Вань-Вань. Ну, ТикТок, ну отстань. Сейчас ТикТок оживет, сейчас он проснется. ТикТок снова здравствуйте. Неплохо, неплохо, я как раз эту книгу ждал. Ха-ха, я уже подумал, что у Цифан слишком много покупателей, и она забыла о моей книге. Прислали замечательно. И переплет такой хороший. Цзифан, как всегда, обходительно. Спасибо тебе за книгу. Не за что. Так, нам, я так понимаю, назад, да? Да. Можно я телепортируюсь? У каждого разные вкусы, кто хочет. Так, ветер занес меня на ваш стрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Кейт, как твои дела? У тебя вся карта открыта? Нет, у меня не вся карта. Но я на самом деле ее очень медленно открываю. К сожалению. У мои нормально, как твои? Тебе что-то понравилось? Оплатить покупку можно тут. О книгах. Уже доставила? Да. Спасибо тебе. Книжный магазин Вэньхэ Вэнь до сих пор существует именно благодаря этим старым клиентам. А к тому же они истинные ценители книг. Они наверняка оценят. Путешественница, спасибо за твою помощь. Вот, возьми награду. Если тебе понадобятся какие-нибудь книги, обращайся. Так, давайте сделаем так. Я сейчас вот сюда вниз спущусь. Я вас включу, чтобы вы могли пообщаться. И на буквально 30 секунд отойду. Мне надо взять попить, потому что я не могу пить хочу. Так, а у тебя сейчас отряд на 78? Кейт Арчер говорит, извольте. Кейт у нас одна, а пред вами сие Сёмга.
У Ой! меня все хорошо. Сёмга, Спасибо. здравствуйте. Тут Кейт Арчер Аня 2.0 Мика говорит написано. круточки Извините. всегда в конце стрима. Здрасте. Да. Круточки будет позже. Секунду, я сейчас, я вернусь. Я приду. Лалик шарит, говорит здравствуйте. Стаур МЗ говорит хитрый. В смысле хитрый? Здрасте. Здрасте всем. Фризер говорит собака Владимир Дьяченко, на чем крутить? Так, ну что? Тут миллион пацанов с квестами. Ластолапый. Ластолапый? Ну, окей. Продолжим. Так, клерк, чао. Это невыносимо. В чем дело? Последнее время работы в департаменте по делам граждан все больше и больше. Я как раз занимаюсь поручением дел для соответствующим лицам. Что? Дел соответствующим лицам? Поручением дел соответствующим... все понял. Я упорядочиваю и составляю списки вопросов, касающихся этого процесса, но у меня нет времени, чтобы отправить все его ответственным лицам. Я помогу тебе. Ты хочешь помочь? Замечательно. Это несложно. Все вопросы, о которых нужно им сообщить, уже занесены в списки. Нужно лишь отдать им эти списки, чтобы они знали, над чем работать. Сейчас самые важные задания поручены Цянчжоу и нервному Аню. Возьмите эти два списка и передайте им. Потом возвращайся ко мне, я буду ждать тебя здесь. Хорошо. Это все влияние братца Карася. Совсем забыла, передаю привет от Кейт. Ей тоже передавай привет. Так, куда? Куда? Я все пропустил. Где? Подождите, а у меня еще квесты есть? Это что такое? Откройте... колонны! Блин, у меня их нету. У меня нет шариков. Боевой корабль. Вы... Что? Не понял. Передам, давно играете? Если в целом в Геншин, то... Я не знаю, часов 90 уже. Это 40... Ну, грубо говоря, 50-я серия, если брать промежуточные. Ты на этом корабле в стольких местах побывала. У меня уже голова кружится от слежки за тобой. Ты не следи за мной, алло. Мне вот интересно, как у тебя так хорошо получается помогать людям? Кто же ты? Я всего лишь много путешествую. Всего лишь путешествуешь? Ты явно что-то не договариваешь. Но я не буду допытываться. Вот, возьми, считай, это награда за помощь нам всем. Что ж, давай присмотрим тебе твое самовольное проникновение на борт. Ой, простите, что ж, давай простим тебе твое самовольное проникновение на борт. Ничего ужасного в итоге не случилось. Но в следующий раз поднимайся на борт общепринятым способом. Ладно, иди занимайся своими делами. А у меня есть другая работа на корабле. Мы только что вернулись из Инадзумы. Бэйдоу приказала бросить якорь и ушла в гавань Лиуэ. Она до сих пор не вернулась. Стоять здесь со стороны каменного леса Гуань не очень хорошо. Мне нужно выйти в город и найти ее. Ладно. Сервер Европа, привет. Здрасте, задание выполнено. Все, это конец был, получается. Все, давайте закроем то, что есть, потому что... Где? Вот. Это что-то долгое, да? Да, это что-то долгое, я помню. Секунду.
Привет, Энра, меня приняли на работу с понедельника, медкомиссию пройти, и все. Милашка, я тебя поздравляю, ты умничка. Ты молодец. Так, равноценный... Вот, поговорите с Сарой. Виктор хочет собрать местные диковинки, ему нужна помощь. Что? Не понял, как Манштадт? Какой Манштадт? Вы что? Ты что, игра? Игра, ты меня булишь? Какой Виктор? Сара? Что происходит? Мать, у тебя же не было квеста. Добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезным? Насчет манштатских диковинок. Манштатских деликатесов можно сказать, что каждый из наших блюд характерно для Манштата. Но большая их часть долго храниться не может, и брать их с собой в дорогу неудобно. Мы, конечно, можем сделать удобными для переноски и хранения, но тогда вкус будет совсем не тот. Ничего страшного. Ладно, раз уж ты так настаиваешь. Только вот деликатесы на прилавках уже немного полежали. Если ты собираешься их дарить, лучше будет приготовить свежие. Откуда твой друг родом? Может быть, я смогу что-нибудь порекомендовать? И снежный, он фатуй. Не, он и снежный. Ну, он фатуй, как бы, ну да. Снежный, значит. Как же это от нас далеко? Нужно хорошенько подумать, что приготовить. Не знаю, что едят снежный, но у меня есть одно блюдо, которое нравится всем. Пожалуйста, сделай для меня питательный салат, а я подготовлю его к долгому пути. Давно я этим не занималась. Пойду поищу инструменты. Подожди, у меня все есть. У меня есть салат. Насчет... ну, как дела с питательным салатом? Когда он будет готов? Отдай его мне. Вот. Пожалуйста, забирай. Это питательный салат совсем неплох. Но, правда, он у меня в инвентаре лежит, наверное, неделю, а так, да. Свежачок. Вот и особое блюдо, как мы и договаривались. Пожалуйста, возьми. Спасибо. Твинк нет. Это я новичок. Он рядом. Подожди, это тот пес? Нет, это другой пес. Кто это? Флора? А ты что хочешь? Добро пожаловать в шепот цветов. Вам что-нибудь подсказать? Насчет манштатских диковинок. Диковинок? Я все вспомнил. Это же пес, который стоит в церкви, который нам дал задание диковинки собрать миллионы лет назад. Диковинок? Ты ищешь подарок? У меня тут только цветы. Они свежими долго не остаются и быстро вянут. Впрочем, я часто дарю друзьям закладки, сделанные из цветов. Стоят они сущий пустяк, но это ведь подарок от всего сердца. Я сделаю для тебя, если хочешь. Но сперва я задам тебе один вопрос. Если ты ответишь правильно, я подарю тебе одну закладку. Вопрос очень простой. Одуванчик – это цветок? Вопрос с подвохом? Закладки Да не то. Почему нет? А что это? Трава? Одуванчик считается просто травой? Сорняк? Нет. Ты что? Одуванчик все-таки цветок. Да, в цветах ты не разбираешься. Меня чат подставил, прости, Флора. У меня чат засранцев просто, понимаешь? Значит, закладку я тебе просто так не отдам. Вот вы засранцы. Одуванчик, он же потом становится таким пушистым. На него можно дуть. Ну вы засранцы. Вот что, помоги мне собрать немного семян одуванчиков, а в обмен на них я дам тебе закладку. Не надо. Она сейчас мне дадут закладку,
А потом меня Орда Фавониус задержит. А что это мы тут ошиваемся? А что это вы тут смотрите в траве, что вы ищете? Капец. Да, когда будешь собирать семена, повторяй про себя. Одуванчик – это цветок. Слышишь ты? Добро пожаловать. Это мы видели. Насчет одуванчиков. Ты уже собрала семена одуванчиков? Да, вот они. Да, это именно они. Ладно, вот твоя закладка, держи. Поменял одуванчики на закладку, нормально. Цветочные закладки легко повредить или потерять. Тогда смысл делать из них закладки, алло. Я закладку тебе заверну. Я закладку тебе заверну, а ты без лишней надобности ее не доставай. Жаль, что из семян одуванчиков такой закладки не сделать. Не могу. Остановите эту женщину маленькую, мини-женщину. Что ты несешь? Закладка флоры. Предмет у меня появился в инвентаре. Закладка флоры. Можно я почитаю? Закладка флоры. Нормально. Где? Куда смотреть? У меня его здесь не будет в инвентаре? Не будет. Вот. Закладка сделана флорой из ветряной астры. Даже упакованная она... С упаковкой она легла как перышко. Легка. Мини-женщина, зато какая не. Так, а когда... Что тогда прекрасный контент в Геншине полно для него. Так, все понятно. Вот так они и продаются в Снежную. Понятно. Я сейчас занимаюсь контрабандой, просто перевозкой контрабанды в Снежную. Чем могу помочь? Насчет манштатских диковинок. Ты пришла купить выпивку? Так, как по мне, ты еще слишком мала, чтобы пить алкоголь. Я вообще-то покупаю для друга. Ну да. Ага, а потом вы вместе с этим другом сядете и хорошенько выпьете, верно? Алкоголь я тебе не продам. Но один особый манштатский напиток должен под твои требования подойти. Вот только некоторые из ингредиентов, необходимых для его приготовления, еще не доставили. Вообще-то их уже давно должны были привезти. Надеюсь, ничего по пути не случилось. Не могла бы ты проверить, что там с доставкой? Хорошо, благодарю. Но ты не переживай. Я найду способ приготовить для тебя особый манштатский напиток в любом случае. Окей. Да уйди, собака сутулая, ты не умеешь даже играть. Отстань от меня. Как? Я не понимаю. Я уверен, что все игроки жалуются, допустим, на вот эту табличку. Вот тут. Тут же невозможно зайти. Вот я иду. Ну если упрусь прям в дверь. Просто у меня обычно вот так выбирается. Вот, плакат. Я сейчас нажму F, я не попаду в таверну. Я попаду в плакат. Куда идти? Пойдем. Чарльз Мост, Флора, закладки раздает налево-направо. Этот алкашку зажал. И таким быть. Так. Кто? Пацаны, вы что тут сделали? Ингредиенты для коктейля. У тебя есть ингредиенты? Расчехляй, давай. Показывайся ингредиенты. Кажется, меня бьют. Есть такое предчувствие. Все. Так. Кто еще? Слышишь ты? О, большой дядька. Ладно, давай с большим дядькой разберемся. Ты где?
Блин, я истратил то, что не нужно было тратить. Ну ё-моё. Какой ты там засранец засел наверху. Слышишь, ты? Ты не мог упасть? Должно быть... делать нечего, кажется, нам придется отнести это ему. А, столько слаймов могло... Кажется, сначала придется разобраться с ними. Паймон что-то на фоне там говорит. О, тут реально много слаймов. Вы чё, пацаны? Закладки ищете? Все? Вроде все. Тихо. Две. Слезь. Где? Где? Да где? Капец. Ну ладно. Начинай с мага всегда. Он хилит этих... Что? Как это он хилит? Ой, я думал, он максимум щиты вешает. Как это хилит? Ингредиенты для коктейля нога хиличурла, замаринованная в слизи слайма, отбивная из хиличурлов от Эндры. Вкусно. Чарльз. Ну что там? Телега сломалась. И это все, что удалось спасти. Впрочем, забудь. Когда господин Делюк вернется, я подниму этот вопрос. Нападение чудовищ рано или поздно навредили бы делам нашей таверны. Вот вещи из повозки. Ох, а я всегда знал... А я ведь заказывал эти материалы для смешивания в первый раз. Я как раз собирался сделать несколько новых коктейлей. Ладно, давай приготовлю тебе особый напиток, как и обещал. Того, что ты принесла, должно хватить. Минутку. Сейчас начинается изготовление особого напитка. Итак, для основы понадобится яблочный напиток, а вкус сделает сочетание одуванчика, мяты и ягод. Подавать только охлажденным. С каждым глотком этого освежающего напитка по рту и горлу разносится прохлада манштатского ветерка. Я налью это в бутылку и закупорю, чтобы не пропал вкус. Не забудь, только перед подачей нужно охладить. Окей. Вот как? Я уперся специально в левую часть двери, чтобы вот этот пес на меня не посмотрел. А он все равно на меня посмотрел. Как с ним быть? Как выходить? Он создает дождь, и он их лекает. Капец. Кто ж знал? Я не знал. Колесиком крути. Ну, блин, это глупо. Мне кажется, активные действия должны были быть большего радиуса. Ну, имеется в виду именно действия. А разговор с персонажами, типа подойти к нему в упор и дышать в него, тогда все работает. Ну или раздать приоритеты в конкретно проблемных местах. Вот ты подходишь, вот в этой двери лично у меня всегда проблемы. Я не думаю, что я один такой. Я не думаю, что все как-то подбегают по-особому, чтобы все это работало по-другому. Вот, и там можно было сделать, что приоритет автоматически вставал на дверь. Ты же не будешь каждый раз ту табличку читать. Ты один раз прочитал, все, она больше никогда в жизни тебе не понадобится. Теперь ты в курсе не. Да, теперь я в курсе не. Так, здрасте. Здрасте, Виктор. О, ты наконец-таки вернулась. Что ты мне принесла? Отдать особое блюдо хорошего охотника. Это еда? Вижу, подсушенная особым образом. Понятно, сублимированная. А перевозить ее удобно, но на вкус, уверен, будет не очень. Но все равно это манштатская диковинка. Я найду, кому это подарить. А ты неплохо справилась. Если у тебя есть вопросы, задавай мне, не стесняйся. Расскажи мне про сеньору. Я так и знал, что ты о ней спросишь. Но боюсь, о сеньоре я знаю не больше твоего.
Меня отправили в Манштадт работать на нее, но до сих пор она не давала мне ни единого задания. Говорят, что сеньора приехала и почти сразу же покинула город, причем была очень рада. Так что я не понимаю, она тут все свои дела уладила или нет, и мне теперь ехать домой или как. В том, чтобы торчать здесь не напролет под пристальным взглядом сестер и рыцарей, нет ничего приятного. У тебя есть еще диковинки? Да. Закладку Флор. Мы закладку оставим напоследок, потому что есть чувство, что это то, что он хочет. А дайте особый напиток. Выглядит неплохо, дай-ка мне его попробовать. Его сначала нужно охладить. Да? Ну тогда я открою его уже дома. У нас лед найти будет нетрудно. Я вот тебе что скажу. Мы фату и свое слово держим. Имея с нами дело, ты в убытке не останешься. Ну, задавай свои вопросы. Расскажи мне про других предвестников. Предвестники. Такому маленькому человеку, как я, приходится довольствоваться случайными слухами. Не воспринимай всерьез то, что я тебе сейчас расскажу. За что купил, за то и продаю. Говорят, что номер 6 из предвестников Скоромуча, крайне неуживчив. Неуживчив? В смысле, с другими? Он много кому не нравится. Понял. Почему так? Одни упоминают его дурной характер, другие – беспокойный язык и неуместные фразы. Мои знакомые, которые тесно работают с предвестниками, говорят, что даже те Скоромучу на двух не переносят. Что? Говорят, что даже те Скоромучу на дух не переносят. Я не так рассчитал. Все, даже те его не переносят на дух. Ну что ни говори, он все-таки предвестник, и мне до него далеко. У тебя есть еще диковинки? Да, у меня есть закладка. Отдать закладку Флоры. Что это? Закладка? Из нее выйдет неплохое украшение. Я знал, что могу на тебя положить. Я же говорил, это то, что ему нужно. Положиться. Ну, а теперь задавай вопросы. Ты скоро вернешься домой? Ну, я хочу уезжать уже давно. Здесь в Манштадте тоска смерти. Смертной никакой работы нет. Я то и дело, что все время провожу здесь, а на меня таращатся сестры. У них из-за меня молоко прокисло, что ли. Ну, а господа в отеле Гёте закрылись по комнатам, и весточки от них не дождешься. Я считаю, что если сеньора совсем уже справилась, то и нам сразу же следует уезжать. Нас в Манштадте не любят, и оставаться здесь значит искать на свою голову неприятности. Но от начальства ничего не слышно, я уже не знаю, что и думать. У тебя есть еще диковинки? Я все отдал. Нет, это было все, что были. Вот и ладненько, давай на этом и остановимся. А то мы с тобой потом неприятностей не оберемся. Если это все, давай прощаться. Вдруг меня повестят... Вдруг для меня появится какие-нибудь срочное дело какое-нибудь. Когда же меня отправят домой? Не знаю. Не знаю. Ты свою закладку получил? Я думаю, ты рад теперь. Угу. Привет! Привет, Нура. Так. Я так полагаю, все, да? Сколько? Уже час прошел стрима, серьезно? Срочная работа. Так, подожди, я еще посмотрю. У нас в Лиюэ ничего не осталось? Ой, в Манштадте, простите. Нету. Отлично. Это Манштадт. Поговорите с Шуем. Это священный призыв. Инадзума. Обойдите разлом по периметру. Кажется, управляющего Куаня что-то беспокоит. Что беспокоит? Как будто бы это далеко и долго. Можно я другое возьму? Так, у клерка Джао так много работы и совсем нет времени на себя. Вы решили ей помочь. Вот.
Вы собирали промокоды со стрима разработчиков? Да. Мне скидывали, я уже все пополнил. В конце стрима будут крутки. 12 штучек. У меня 56 уже откручено. И мы сделаем еще. Кстати, Денра, там два эвента, они... Что? Веби-эвент? В Хойса Лаби на 240 примагемов пройди вне стрима. Ссылка через основное меню или на почте. И еще военные игры есть. Окей. Нервный Ань. Ну вот, теперь у меня проблемы. Клер Джао сказала передать это тебе. А? Ей нужен отчет по стоящим в порту кораблям? Что? Это что? У меня у самого начала... Все было готово. У меня с самого начала все было готово. Но появились новые списки на погрузку, отчеты об экипажах, об иностранцах, входящих в порт и покидающих его. Слишком много различных факторов, которые нужно отслеживать. Сделай это, сделай то. Я не успеваю. Уровень дружбы. Уровень дружбы? Серьезно, с тобой? Собака, с тобой надо дружить? Сначала сделай самое важное, да. Думаю, все эти отчеты одинаково важны. Может, лучше просто объяснить ситуацию? Я тебе... Я не хотел! Я хотел помочь. Но, господи. Я не знаю и стараюсь. Посмотрим, что получится ли успеть доделать все отчеты. Я нечаянно. Можно переиграть? У меня просто палец упал. Я не виноват. На потом, так, тогда тебе придется разбираться с этим самостоятельно. В следующий раз постарайся лучше расставлять приоритеты. Собираешься отложить на потом? Я постараюсь закончить вовремя, но учитывая, сколько у меня работы, как же сложно. В порту слишком много работы, слишком. Ты же видишь, как сильно я занят. Я должен выполнить эти задачи одновременно, и все они крайне важны. Ничего не поделать, придется мне отложить этот доклад еще на какой-то срок. Блин, давай еще раз поговорим. Блин, я запортачил, да, квест? Серьезно? Я не хотел. Серьезно, палец соскочил. Да, на разлом у нас уйдет 5 стримов. Не надо. Так быть не должно, это просто неправильно. Клэр Джао сказала передать тебе это. Планы по подготовке к празднику морских фонарей? Я работаю над ним прямо сейчас, но у меня все время кажется, что чего-то не хватает, поэтому я продолжаю редактировать. Праздник морских фонарей – грандиозное событие, все должно быть идеально. Я не готова сдать планы в таком виде. Вот, я с ней все сделаю нормально. У тебя заканчивается время, это грубо. Дописывай до точки и сдавай. Невозможно достичь совершенства. Это верно, но я должна стремиться к совершенству, верно? Вот. Лучше, чем это лучше, чем ничего. В твоем плане нет ошибок. Сдавай уже план, потом скажешь добавить улучшение. Потом сможешь добавить улучшение. Конечно, сможет. Ты смеешься надо мной? Праздник морских фонарей – это серьезное событие. Ой, ну... Почему бы тебе не использовать планы прошлого праздника морских фонарей? Просто поверь в себя. Тогда продолжай размышлять. Поверь в себя. Что мне это даст, вера в себя, если жителям Юэ не понравится праздник? Праздник морских фонарей – дело серьезное. Думай, Дзянчжоу, думай. Не пойдет. Все с таким нетерпением ждут праздника морских фонарей. Никому не понравится чуть-чуть переделанная прошлого версия праздника. Не пытайся меня остановить, я обязательно создам идеальный план. Блин. Я накосячил, да, или это было невозможно? Потому что она сейчас ответила, как будто бы... Там был вариант сказать, что скопируй прошлый праздник, и она тут же сейчас, по сути, сказала, что нельзя копировать прошлое. Это не тот разлом, который долгий. Окей. Клэр Джао. Что? Они по-прежнему не могут закончить вовремя? Еще одна отсрочка?
Они вообще собираются делать свою работу или нет? Ладно, не бери в голову. На этот раз я сама буду с ними разговаривать. Вот, это тебе, спасибо за помощь. Блин. Вот это подружился, ну да. Я старался. Сюй. Работник торговой гильдии. О, а мы его знаем. А что, эта фотокамера дает очень неплохую картинку. Фотокамера? Ага, недавно мы завезли партию нового товара из Фонтейна. Как нам сказали, очень ходового. Это такая штука, жмешь на кнопку, и на бумаге остается картинка. Называется она фотокамера. Я все никак не могу с ней наиграться. А ты о каком приборе слышала? А ты о таком приборе слышала? Да, мне кое-что о нем известно. Правда? Ну да, ты ведь путешественница и повидала куда больше моего. Фотокамера очень понравилась нашему юному господину. Он утверждает, что этот прибор будет на расхват. Однако, учитывая, что продажи такой новинки только начинаются, мы в успехе не уверены. По той причине, что по этой причине мы устроили мероприятие, на котором любой мог бы сделать бесплатную фотографию. Новинка была принята на удивление хорошо. Много кто оказался готов заплатить за то, чтобы мы пришли к ним с фотокамерой и сделали для них фотографию. Некоторые даже пожелали получить свою фотографию в рамке, и количество желающих сфотографироваться все растет. Я бы хотел обсудить это с господином, но его уже несколько дней нет на месте. Мы не хотим никого обделить вниманием, поэтому принимаем каждого желающего сделать фотографию. Однако непрерывно растущий спрос начинает превышать наши возможности. Путешественница, пожалуйста, помоги доставить эти 2 фотографии нашим клиентам. Будет сделано. Ты меня очень обяжешь. Спасибо, спасибо. На обороте должны быть имена. Ах, видимо, я в спешке забыл их подписать. Прошу прощения, но тебе придется найти места, где они были сделаны эти фотографии. Они очень четкие, и думаю, ты легко разберешься, куда их нужно доставить. Спасибо тебе, прости, но у меня еще много дел. Окей. Тенра, я тоже жду праздник морских фонарей, не косячь. Простите, пожалуйста. Подожди, у него еще один квест появился? За кулисами, подношение. Улыбочку. Персонаж занят. Окей. Подношение адептам. На горе, так, вы замечаете следы адепта. Вот это я, кстати, хотел все пройти. Самая атмосфера... На Талифелове говорит, а еще на праздник морских фонарей халявные крутки дарят. Круто. Я постараюсь не зафакапить, что у вас все было хорошо. Чтобы вы провели праздник хорошо. Ой. Полетели. Думал сейчас заюзать эту штуку для поиска сундуков, потом вспомнил, что я в Лиюэ. Беда. Бум! Мы же делали пожертвовать суп из украшений. Мы же делали, собирали это миллион стримов назад. Кто нарушает покой адепта? Ах, опять вы. Смотрю, вы снова принесли мне еду. Ладно, говорите. Что говорить? В данж? В данж говорить? В тебя поговорить? Как говорить в тебя? Расскажи. Кто ты? Где ты? В данж реально хочет? Мне опять придется данж проходить? Ладно. Что тебе нужно? Отвечай живо, не трать драгоценное время адепта попусту. Я лишь хотела узнать, как у вас дела. Это что-то новенькое. Ты просто пришла проведать меня? Ты не собираешься загадывать желание или что-то в этом духе? Отлично. Пусть будет так. Что творится в головах у простых смертных? Я даже не буду пытаться понять. Если у тебя так много свободного времени, не окажешь ли мне услугу? Аня Мика говорит, это же цапля.
Женский голос, женский няня. А, ой! Ой, точно. Я добилась значительных успехов в изучении механики и смогла построить себе облачную обитель, парящую в небе. Эта облачная обитель построена в основном из камня, который смертные называют плаустритом. Обитель была наполнена механизмами, столь изощренными, что я могла бы... Ника, это капец. Мы просто многого про нее не знаем, может быть, это... Ну, вы понимаете. Поговорить об этих устройствах целый день. Когда строительство обители было завершено, я оставила чертежи там. Я запечатала обитель в надежде, что кто-то достойный однажды сможет забрать чертежи. Ну и по сей день чертежи хранятся под печатью. Я больше не вижу нужды хранить чертежи в обители. Может быть, у тебя получится принести их мне? Хорошо. Мне нравится твой энтузиазм. Не задерживайся, пожалуйста. Я буду ждать твоего возвращения. Так, куда идем? Сюда идем. Ладно. Подожди, это не данж. Читать. Тот вознесется к вершине, кто преклонит колено на 3 горных пиках. Это мы проходили. Все. Да, мы уже это проходили. Мы знаем. Подожди, это все-таки данж? Вот. Я думал, не летится все. Оказывается, летится. Я не долечу, мне кажется. Долечу. Все окей. Такая странная музыка здесь. Чертежи облачной обители. Это, наверное, те чертежи, которые искала Адепт. Давай вернем их. Давай. А что это такое там? Так, давай вернем. Ой, надо было все-таки наверх подняться чуть-чуть. Держись. Где дырочка? Вот. Тут музыка приятная. Вы принесли чертежи? Скорее же отдайте их мне. Теперь я в данж пойду, да? Чтобы отдать тебе. И тут будут всякие мобы, да? Не нужно волноваться, просто принесите их мне. Вы уже... Угу. Ага. Ого. Ладно. Дается дополнительное время. Мне нужно время? Как будто бы нет. Ну, я убью. Ладно. Так, нам куда? Нам к ней? Это что? Ауч. Ау. Ой-ой. Они меня подставили. Я из-за них не долечу, серьезно. Спасибо, мать. Я не помню, мы, кажется, вот здесь. Кажется, нам здесь не подняться. Я думал, тут ветерок есть. Подождите. Тут же должен был быть ветерок. Я сломал, надо было докрутить. Я дальше опять сломал. Так, ладно. Давайте мы сделаем вот так. Ой, я долечу? Нет.
Держись, держись. Я опять данжен ломаю. Испытание? Что? Как это выход? За что? За что хейт? Подожди, нам туда, чтобы попасть туда, нам надо было вот просто вот эту штуку повернуть. Правильно? Она, скорее всего, поворачивается вон там. К ней мы попадаем вот оттуда. А зачем я это сделал? Да, в смысле руинит. Пойдем. Ладно, сейчас спидран будет. Сейчас я попью. Так. Все, отстань, мать. Забулила меня. Ну, как вам сказать? Я прошел. Я прошел. Решил все головоломки. Убил всех монстров. Я прошел. Это действительно чертежи облачной обители. Неплохо. Ты не договорил. У тебя еще остались вопросы? Эх, ладно, учитывая твои подношения, я слышала, в Лиуэй есть нефритовый дворец, который парит над землей, и его построили простые смертные. Я даже слышала, смертные, ну это я, видать, старый квест. Смертные превыше всего ставят размер, руководствуясь этими варварскими принципами. Они утверждают, что их творении нет равных. Фу, ограниченные смертные никогда не смогут познать всю глубину изобретательности адептов. Нефритовый дворец на фоне моего самого простейшего механического изобретения, эта постройка будет выглядеть скучно и примитивно. Ты просто завидуешь? Завидую кому? Простым смертным? Они достойны лишь моего сожаления. Смертны слепы к таланту адептов. Слепы. Я опасаюсь, что подобные примитивные воззрения могут привести развитие смертных по ложному пути. Я считаю своим долгом указать им истинную дорогу. Разговор окончен. Оставь меня сейчас же. Какой читер! Вы чё? Все было честно. Прошел данж. Без смс-регистрации. Так. Что там еще? Оба-ба. Давайте, Кирару, залетай. Давайте начнем проходить, потому что время идет. Получается беда. Я сейчас вот это заберу. Сразу. Так. Куда мы пойдем? Вот сюда. Погнали. Ты, наверное, как дела? Все нормально. Стой, стою. А почему с ТикТока не приходит сообщение? ТикТок опять объяснит? Я стою, что случилось? Я жду. Я пойду пока посмотрю. Что можно купить? А, у меня же еще БПшка есть. Так. Ага. Все, иди. Ты чё ты меня баламутишь? Байтит просто так. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда поручения. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Спасибо. Спасибо, Катерина, мать. Экспедиции. Получить все. Повтор. Сервер... А ты Minecraft сервер забросил? Ну, я его отключил, его нет, но после Нового года я открою новый сервер. Как на ПК скачать? В смысле... Genshin? Пишешь Genshin Impact, скачать, и все. Первая ссылка твоя. Так.
Вход после подтверждения. Why? Так вот. Теперь. Why? Па-па-па. Не, сейчас я сделаю свободный вход. Сделать свободный вход. Входите меня кто хотите. Эшли и Мика. Мика зашла. А чё вокруг одни деды? Эшли. Все. Все зашли. Мы идем выполнять вот это. Испытание. Используйте элементарный навык Кинича, чтобы собирать минематический пектин и стрелять им, разрушая блоки. Подождите, а это точно на кооп работает? Работает, вижу. А затем переместиться на другую сторону стены, где можно собрать монеты приключений и набрать очки. Во время испытаний у всех членов отряда уменьшается время отката, а флагистон не расходуется. Что за дискриминация? Какая? Был же свободный вход, Оло. Навыки еще, чтобы собирать... Так, ну мы это прочитали, загрузка. Это его ешку мне использовать, я понимаю, правильно? Блин, я не успела, бывает. Можно будет зайти. Прости, пожалуйста, был свободный вход. Почему ТикТок отвалился? Почему опять он лагает? Давайте я сделаю вот так, сейчас, секунду. Вот так. Секунду. Куда? Что делать? Е. Что? Спайдермен. Как это работает? Так. Сердечко. Тайминг прям. Сейчас пока еще как-то непонятно. Я просто Киничем, по сути, никогда не играл. Один раз играл, когда я его тестил. И еще не совсем понятно. Белые штуки ломают. Как? Пролететь надо. Да, блин. Вот. Так, можно? Сейчас, секунду. Вот сюда. Так, ТикТок опять лагает, я не виноват. Что? А где монетки? Вот. Так непривычно голос Наруто слышать. Так. Решающий гол. С помощью заряженной атаки вбивайте слаймов и в витые ворота и получайте очки. Окей. Ну я правда не понимаю. О, ты кто? Ешкой бить? Где слаймы? Алло. В любые ворота? Бей! Ну, почти. Чисто кулаками.
Ура, ура! Ура, ура, ура! А где? Все? А, вон. Последний бедолага. Отдай мне. Бей, бей, бей! Бедолага. Его забулили. Все? Ух ты! А, это преграды. Так. Вот же. Ты... Чё с тобой? У тебя интернет? О, большие. Ты... Алло, я тебя зачем кидал? Не того, не того, не того. Где? Ау. Ладно. Все? Это же коопная вещь, нам же не надо соперничать. Опять большие дядьки. Так, давайте я вас включу. Че я, кстати, вас не включил? А-ба-ба-ба-ба. Не туда. Испытание выполнено. Все. Так, используйте элементарный навык Кинича, чтобы одолеть противников. Во время испытания периодически на позиции случайного члена отряда будет создаваться вихрь отрицательного давления. Вихрь отрицательного давления. Если в течение определенного времени... Что? Уи. Кирару говорит, тут разные персы тестятся. Я понял, это все... Но... Прыг-скок. Победите противника с помощью элементального навыка. Это вот это элементальный навык? А, надо прыгать. У нее... Это в данже у нее так быстро накапливается ульта, или это всегда у нее так? Такая милота. А вы мне скажите, мы соперничаем или это просто кооперативная кабала? Эндрюс говорит, 4 качины задолбали реально всех. Не понимаю. Времени говорит, и что мне теперь делать сейчас, не хочу обновлять систему Windows 11 до версии 24H2. Почему? Он же там прикольный вроде, не? Кирару говорит, вместе проходим. Все окей, это главное. Все. Затрачено времени 6 минут выйти. Так, что нам дадут? Мы в топе? Топ-1 мира? Сколько мы? Где мои награды? Награды. Что? Так много. Кирару говорит, топа краткая в твоем мире 1. Так, теперь второе испытание, да? Окей. А вы это не проходили? Аня Мика говорит, вкусняшки. Ой, ты тоже это не проходила? Алло, принимайте. Вы чё? Вы чего?
Так, используйте элементарный навык взрыв стихии Казухи, чтобы выбивать барьеры противников и побеждать их во время испытаний. Хироро У всех говорит, членов я отряда только одну уменьшается проходила. время отката и восстановления ХП. Аня Мика говорит, ждала до последнего. Так, как это работает? Вот так? О, он прикольный. Ой, какие понты у тебя. Фремени говорит, а мало ли что, вдруг это версия с богами, который сломает систему. Прикольно, мне нравится, что рассеивание. У меня тоже Сахаровская, она же у меня анема. И она прям рассеивает, получается. И это хорошо. Что происходит? Мне просто весь экран в эффектах. Ничего не понял. Так, используйте элементарный навык Лауани для стремительного перемещения по воде, чтобы уклоняться от гигантских марблов, шариков. Как? Ух ты! Подожди, а я могу ее выбить? Я хочу ее выбить. Аня Мика говорит, Муала не она. Эндрюс говорит, вот с 4 казахами, что называется «It's a месяц». Ба-ба-ба. Эшли говорит, тоже ждала и не проходила. Хирору говорит, вот этот Кадзуха, это 5 звездочка Сахароза. Дай нафиг. Мне Сахароза круче, чем он. О, куда он не попал? Что-то, знаете, такая атмосфера, как будто на Геншин не похожа. Прям классно. Я могу ее выбить, да? Почему я ее не видел? О. Та-та-та-та. Аня Мика Да, говорит, отстань. поздно. В смысле поздно? Я хочу ее. Она Чему такая говорит, милота. она и винтовая, ее сейчас нету. Когда будет? Еплай говорит, она в сентябре только появилась, Реран раньше весны-лета вряд ли будет. Капец. Вот это обидно вот сейчас. А у вас что-то ее нету? Вы что такие угрюмые сидите? Эндрюс говорит, ты ее на первых стримах вроде даже юзал на тесте. Да? Ну я по воде явно не бегал. Я понимаю, что у нее у реальной там стамина будет, и она не будет столько летать. Но все равно это прикольно. Так, при помощи обычной атаки и элементального навыка Нави разрушайте взрывающиеся камни и получайте очки. Во время испытания у всех членов отряда уменьшается время, ну понятно. Надо ломать камушки. Сейчас сделаем. Ой, кисельчик бегает с нее. Аня Мика говорит, у меня она есть. Ня. Классно, она тоже классная. Фремени говорит, лучше сам обновлю, чем довериться системе. Бей! Я же попал! Я не понимаю, они вот эти штуки ломаются, когда доходят до низа? Короче, я буду просто спамить, да? Да, я бы использовал. Но время.
О. Вот это ломай. Еплай говорит, это как дробовик, ты слишком издалека стреляешь. Ну я сейчас, короче, ей просто автоатакой спамлю. Я ж по-любому буду попадать. И все. Все. Еще быстрее закончили. Так. Вкусняхи. Тыщ. Деньги. Так. Погнали. Телепортируется. Куда ты телепортируешься? Что происходит? Эшли, Мика. Кирару, ты где была? Ой. Или это Эшли 3 часа грузилась? Времени говорит, теперь нужно ждать. Используйте элементарный навык шалонен для стремительного перемещения по колоннам. Собирайте монеты приключений, Кирилл копите говорит, на очки. столбе была. В режиме клинков нажмите кнопку РСК, чтобы разбить собирающие сферы. Тогда создать дополнительные монеты приключения. О! А как ей управляться-то, кто-нибудь мне объясните? Она же по стенкам может забираться прям. Эшли говорит, молчим и машем лапкой. Угу. Как разбить надо было? Я разбил? Я когда вот так пробелом через нее прохожу, я так понимаю, я ее разбиваю. Что? Что это? Времени Кто говорит, ж знал? интересно, а так работает Нямал. Дрмир говорит, привет. Нет, будет только одно. Будет то, что ты первый написал. Привет. Тихо. Такой звук. Почему шифта нет? Вот, появился. Алло. Во. Бегим, бегим. Где? Ну, что-то вот у Шалонин прям скучное. Так, что там теперь? Используйте элементарный навык странника, чтобы подняться в воздух и собрать монеты приключений. Киру говорит, я забагала игру, и я застряла. Не губан стрел. Тебе надо было покричать: Тенр, спаси меня, я застряла. Как? О! Дрмир Прикольно. говорит, а сейчас ты летать будешь. Угу. Времени говорит, только не Скара. Где я? Кто я? Мы не достаем или что? Кирилл говорит, спасибо, откажусь.
Как это? Зачем? А, можно shift, ё-моё. Ай-яй-яй-яй. Мне Фреймини интересно, говорит, я не умею за него играть так, как у меня его нет. я тоже. У меня его тоже нет, и я тоже не умею играть. Он просто как самолет летает. Ай. А кто я? Где я? Капец, он в реальности тоже может так летать? Ну, я понимаю, что опять же недолго, но типа вот так высоко. Это же читы какие-то, не? Как вниз спускаться? Как? А, е. Прошли. Дермир говорит, я на часке натренировался навыкам полета и Так. нормально прошел этот этап. Используйте элементарный навык Бейдоу, чтобы отбивать мячи и получать очки. Во время испытаний у членов отряда уменьшается время отката. Давай попробуем. Давай. Где мячики? Фремини говорит, никакие читы. Кирору говорит, он также летает, но недолго. Прикольно. Я не понимаю, я отбиваю? Вроде лопаются. Вот это тоже лопнулся. Да, их лопать же надо, да? Я просто думал, что они отлетать будут. Я пропустил золотой. Беда. Дермир говорит О. о 10. Спасибо за подарочек. Сенечка. Раика говорит, привет, Тенра, давно не виделись. Приветик. Нормально. Да блин. Я так много уже золотых пропустил, это капец. Я походу заруинил. Раика говорит, скучал. Конечно. Как без этого? Как без этого-то? Блин, уже время стрима к концу подходит. DMSSKHTG говорит, какой ранг? 41-й. Все, последний Кирору осталось. говорит, руина. Не, мы все прошли. алло. Раика говорит, Аня, точка, Мика, точка, ты. Чиори! Видите, видите? Какой Аня игрок Вика говорит, телепортируется? Я вас сейчас забаню. Аня Мика говорит, привет, Раика. Итак, используйте элементарный навык Чиори для быстрого перемещения. Избегайте разламывающихся плит, собирайте монеты, приключения, копите очки во время... Да-да-да, это мы умеем, это мы знаем. Фризер говорит, кто это. Кто это? Фремени говорит, до Имая еще долго ждать, 48% только. А я на Мирей. Кирору говорит, я на месте стою.
Почему? Раика говорит Аня. Спасибо за подарочек. Мика, точка. Привет, привет, сосокучилась. Сосокучилась? Что? О, Так, вы здесь собираете? Вы здесь соберете, да? Вы ходите последовательно, Раика пожалуйста. говорит Кирору привет. Я большую соберу. Используйте портал ниже части, чтобы вернуться наверх. Где? Эндрюс говорит Мика в игре. Да. Раика говорит Тенера, прости, что не заходила у меня сейчас четверные зачетные. Да, я понимаю, сейчас всех дела. Тем более перед Новым годом. Музыка, конечно, тут вообще странная. Раика говорит, но след неделя последняя, так что буду заходить часто. Хорошо. Времени говорит, а твоя любимая Тиари. Угу. Раика говорит, сегодня сдала последние долги по зачетам. Ты молодец. Так, используйте элементарный навык шеврёт для прицеливания по противникам и уничтожая их уничтожение. Выстрелом по взрывным бочкам увеличит эффективность уничтожения противника. Окей. ТДшка. Лотекс говорит, осталось подождать 10 дней до Мавыки, а боже. Мауику хочешь? Ривочка, привет, спасибо за подарочек. Как? Подожди. Как целиться? Реально, это ТДшка. Ой-ой. У Локукс говорит, жирок трясется. Где? У кого? У Локукс говорит у нее. Нет у нее Риви жирка. говорит, по бокам надо бить. Блин, а бочки восстановятся, если мы сейчас их будем взрывать? Раика говорит, я болела и поэтому пропустила эти зачеты, и сегодня их задала на следующей неделе у меня. Будет туса и не одна хихихи. Понял. Риви Спасибо, говорит, Дамир. они восстанавливаются к новому раунду. Окей. Ну, я так понимаю, сейчас босс какой-нибудь будет, нам это пригодится. Вот, типа, вот таких пацанов. Подожди, а почему я наношу mass damage? Как это понимать? Зачем вы так рано взорвали бочки? МП говорит, собака Фризер, закрой мне карту на 100%. Риви говорит, не там босс, чуть жести будет в 5-м раунде. Понял. Ой, как вас тут много. Фризер говорит, собака МП-436, по губе сосисы и проведи себе. Так, ты там это... Прилично себя веди. Раика говорит, зимний бал и чаепитие – это уже традиция моего класса, и на классом часу будем украшать класс. Классно. Риви говорит, Тал легко проходите, а я одна с божьей силой это все проходила. Серьезно? Я думал... Фризер говорит, собака Раика, удачи там. Я думал... О, большой дядька. Времени говорит, добро пожаловать. И грузит. Ой, а чё он отлетел? Ты должен был быть боссом, алло.
Раика говорит, короче, у меня уже максимальная подготовка к Новому году. Молодец. Все? МП говорит, фу, какой фризер неприличный. Мало того, что игнорит неделями, так еще и карту закрывать не хочет. О, босс. Вы зачем бочки Лопекс взрываете говорит, раньше «Боя времени? после Мавы и Кефали». Спасибо, Дамир. Все. С помощью ментального навыка Яо-Яо забрасывайте... Рири говорит, у меня вообще Что за... нет новогоднего Забрасывайте настроения, но уже есть планы. Югу в вьющийся Фризер говорит, венок и собака получайте очки. MP436, ты когда Окей. стату of the Cow 2 купишь? Она сейчас на нее смотрит, она же кидать его сейчас будет. Яо-Яо. Подожди, потому что он... Пил. 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 Ой. Коканай. МП говорит, собака Как? фризер, мне так лень идти до банкомата, как-нибудь потом. Раика говорит, знаешь, бал у нас будет тема маскарад, я на балу буду темно-синей пантерей хитрой кошкой. Классно. Ой, двойная, в двойную, в две дырочки можно было сразу. Это мы одобряем. Раика говорит, так что не злите меня, а то укушу хи-хи-хи. Понял. А, Назар у IT говорит, вижу дырочки, вижу цель. да? Раика говорит, это шутка, ты не понял, что ли? Нет. Все? А, еще чуть. Все. Выйти. Угу. Раика говорит, ладно. Забираем. Все. Все, прошли. Так, ну, больше нам никуда нельзя, я правильно понимаю? Ой, блин, вот сюда, конечно, было бы круто. Так, давайте тогда покрутим и закончим стримчик. У Лопекс говорит, на кого копишь? А не коплю, я сейчас деда буду крутить. У нас есть 12 круток. 12. 56 у меня вкручено уже. Раика говорит, так что на след недели оторвусь по полной. Давай, хорошего тебе отдыха. Так, я вас выключу. Не выпадет. Почему? Мне Гео, деда. Пора ответить за свои ошибки. Извинитесь перед Тимми. Сделал. Нулевой игрок. Поиграйте в простую игру с мальчиком Цианом. Да, грустная история. Как ковалась сталь? Изготовьте оружие 4-звездочное. Есть такое. Легендарное сокровище. Получите артефакт 5-звездочный. Есть такое. Священные главы. Улучшите артефакт 5-звездочный до максимального уровня. Было дело вне стрима. В поисках приключений ветра. Завершите 5 активируемых Что? Завершите 5 активируемых механизмами ограниченных по времени испытаний открытого мира в Манштате без драконьего хребта. Я такое делал? Ладно. Так. Способности глаза порчи не решают исход битвы. Одолейте Чайльда в совместном режиме. Было дело. Опять же, вне стрима. Тайный друг в чайнике. Достигните 4 уровня доверия с духом чайника. Было.
Рубить дерево, пилить доски. Получите 600 единиц древесины. Стандартный чертеж. Выучите 60 чертежей декора. Было. Все. Это все. Дед приди деду не. Стресс у меня был жуткий стресс. Я переживала о том, что ужасно сдам эти зачеты и переживаю до сих пор. Все будет хорошо, не переживай. Так, все. Папа. Чем Киру вы хотели? говорит 70 плюс крутко вангую. Зачем ты так говоришь? Магазин. Вот это. На все деньги купить. Сколько у нас там вышло? 15 круток у нас есть. 15 круток. Киру говорит, Ну что, это правда. погнали? Назар у IT говорит, дед приди. Крутим 10 раз. Сейчас будет 66. Вот это 66 круток сейчас. Аня Мика говорит, гона 60 ю. Но нет. Риви говорит, давай цицу тебе. А не, у меня уже гарант. Дермир говорит, сейчас Холодное лезвие. выпадет. Нет. Черная кисть. Аня Мика говорит, софт Клятва гарант стрелка. приди. Изумрудный Д шар. говорит вангую, что будет в Меч промежутке небесного от 1 всадника. до 90. Металлическая тень. Киру говорит ворона. ХД, а я говорила. Изумрудный шар. А у меня еще 5 круток есть. Дермир Меч драконьей говорит, крови. дай моё. Пес. Он мне надоел уже, если честно, этот пес. Зачем? Лучше бы выпала фишель, серьезно. Ладно. 67. Эндрюс говорит, удача приди. Фризер говорит, собака МП Металлическая тень. 436 высказался Чолс 6R5 Кэцин. Раика говорит, мне еще некоторые зачеты остались на след недели, но это уже О, последняя яу-яу. точка, господи, хоть бы я. Но она у меня Их уже была. хорошо сдала. Аня Мика говорит, Кирару кар на тебя не. Ну, Риви надо забанить говорит, а я Кирару. сейчас буду копить и в последний Чёрная день кисть. баннера все солью. Риви, запиши Кирилл хоть говорит, видяшку, отправь в поддерживаю. группу, потом посмотрим. Лучше бы фиши. У Локукс говорит фиши. Предвестник зари. Последняя. Мир говорит, удачи приди, А удачи все. приди. А, нет, подождите, у меня же еще есть. МП говорит, собака, фризер высказался Чолс Чёрная C0 кисть. R0 Гангуй. Можем еще одну крутку сделать. Вот такую. Раика говорит, Экирару не трогайте. Мы забаним ее. Все получается. Дермир говорит, кэшбэк. Угу. Риви говорит, Всё. не. Зная свою удачу, не хочу позориться. Глупости не говори. Аня Мика говорит, Меч небесного «Ещё всадника. блеск». Все. Фризер говорит, собака МП-436, Всё, неправда. С 0R1. Кирару говорит, Доула пусть привыкает, что легендарки 70 плюс приходят. У меня Аня уже Мика больше говорит, 70. дед, не скам деда, Олани. Дермир говорит, эх, не О, могу. есть такие. Давайте хоть по ним. 3 штучки. Фриза говорит, заскамил. Да, заскамила. Так и Раика было. говорит, не смейте, что если забаните, Чёрная я вас кисть. съем, хахах. Эндрюс говорит, эх. Кто говорит, собака Фризер, ах, да ты же сильно Клятва выбил, стрелка. я и забыл. Последняя. Эндрюс говорит, Не, еще игра прям 11 дней. Да, еще один. Но я его по-любому уже выбью. Металлическая тень. Мне уже радости даже никакой нет, потому что я понимаю, что он по-любому не Фризер упадет. говорит, собака МП-436, старость не радость. Дракошка говорит, шел болный на больницу и не дошел. Так, у нас выпал пес. Назар у IT говорит, фацепор плицринг. Вот куда? А, вот Дермир сюда. говорит, у тебя 50 на 50. Нет, у меня уже гарант. Киреру говорит, за донат выпадет. Никаких донатов. Аня Мика говорит, печальня. У Локукс говорит, выпадет. Выпадет. МП говорит, какая Так. старость. Траблы с памятью у меня с детства. Все получается, чатик, конец стрима. Давайте сделаем дружную превьюшку. Пойдемте прогуляемся по Мунштату, пойдем, найдем красивое место. И замутим превьюшку. Фризер говорит, собака МП-436. А давайте за столом сделаем. Пойдемте все. Мы сможем за один стол У сесть? Локукс говорит, а ты бездну проходил. Ну так, чуть-чуть мы побегали. Я не могу... А, нет, могу сесть. Пошлите.
Риви говорит, за столом сидели. Мужики и ели. Давайте встанем, что ли, тогда? Кирару будет сидеть. МП говорит, собака, фризер со статами не фартанула, Риран через лет 60 будет. Вот так. Где Эшли? Где эта бездельница? Алло. Кудяшечка говорит, привет. Привет. Тенра. Привет, привет. Так, сейчас мы делаем семейное фото, давайте. Так, так. Маленькая алкоголичка. Фризер говорит, собака, МП-436, ты когда мне 12 этаж на 9 звезд пройдешь? Так. Фремени говорит, я не пон. Нет, надо подальше, получается, вот так. Ну, как-то вот так будет. Типа Кирилл того. говорит, это мне один мем напоминает. Ты готова? Все, превьюшка есть. МП говорит, собака, фризер, я дальше главного экрана уйти не могу, мне скучно становится, а ты тут про бездну. Ладно, чатик, давайте заканчиваем. Ах, Лофикс я говорит, вас 5 выключу. мужиков и одна блондинка. Да. Не хочу, хочешь. Так, ладно, все. Всем большое спасибо за ваши подписки и лайки и подарки. И самое главное, как всегда, большое спасибо, что провели это время со мной. Все, всем пока. Как всегда на прощание. Ара-ара. Пишите пока мне, пишите пока чатику, и я выключаюсь. Анимика говорит, пока-пока. Ха! И нету головы. Фризер говорит, собака, МП-436, ну ты же одной кэцинкой с 0 в соло пачке без артов на низком. ЛВЛ статов всю бездну закрываешь. Дремир говорит, пока, чат. О, Фризер сердечко. говорит, удачи, Тенра. Да, все. Эшли Всем говорит, прощальный пока. буб. Буб всем. Фремени говорит, пока. Так. МП Пока-пока. говорит, ББ чатик. Эндрюс говорит, Так. удачи. YouTube, Twitch, Трова. Всем Эшли пока. говорит, спасибо за игру. Да, давай, пока-пока. Риви говорит, пока-пока, дед больше, чем. Я все еще жду подписи контракта. Отстань.